Коробочка с SK1 Lite. Вот такой вот огромный. Сейчас вы его видите у меня в руках, конечно же, в проходочке. Но я вам скажу, не сильно он отличается от SK1 простого. Мы видим сзади у нас Type-A USB 3.0, Type-A USB 2.0, LAN 45 на 1000 мегабит, HDMI-чик. По бокам у нас ничего, а спереди у нас спереди моргающий светодиод. И, конечно же, пульт UR02 в комплекте. Но что же произошло? Произошло то, что многим не надо 8 на 128. И очень много написал об этом в компанию Югус. Югус выпустила SK1 Lite 4 на 64. А теперь следите за руками. Тот же самый ТВ-бокс. И работает точно так же. Абсолютно точно так же. 8К, 120 Гц он поддерживает, DDR4 память, LAN RJ45 на 1000 мегабит. Ну вот давайте так, ссылки в описании под видео, подписываемся, нажимаем колокольчик и давайте вот обсудим. Смотрите, $258 на момент съемки этого видео. 1.8 на 128, $335 или $336. Стоит сэкономить? Стоит, сразу говорю. Вы мне скажите, ну там же 8 гигабайт, а здесь 4. Я вам напомню, 8 гигабайт в SK1 простом построена на 32-битной системе с 64-битным ядром. А это означает то, что приложение все равно не может адресовать более 4 гигабайт. То есть в боксе может быть 8 гигабайт и несколько приложений вы можете загрузить, они могут быть больше в этом, а адресовать памяти больше 4 гигабайт оно не может. И у нас по факту с вами выходит в сухом остатке, что производительность самого ТВ-бокса осталась такой же. И все. Все равно Android устроен так, что лишнее он выгрузит, а адресация все равно останется до 4 гигабайт. Вот и все. 64 гигабайта, да, установите меньше приложений. Вот давайте я вам покажу. Тот же самый Mali G57, тот же самый S928XK процессор с ядрами Cortex A55 и с большим ядром Cortex A76, на том же Android 14, с Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и, конечно же, поддержка огромного количества разных кодеков. В том числе у нас есть поддержка Dolby Vision, DTS звука, при том, что здесь DTS у нас заявлен именно DTS в декодере, мы сейчас посмотрим. Widevine L1 есть, кроме Netflix сертификаты будут работать, имеется в виду сертифицированные стриминговые сервисы будут работать, и вот все очень-очень чинно и благородно, как я говорю. А давайте перейдем с вами и посмотрим на сам по себе ТВ-бокс внутри. Имеется в виду саму операционную систему. Я здесь не использовал Югус интерфейс, мне было интереснее посмотреть вот этот вот интерфейс. Мне было интересно посмотреть кодек инфо, потому что я вижу в нем, что есть аппаратный декодер AC3, аппаратный декодер AC4, то есть здесь Dolby True HD в аппаратном декодере. У нас есть декодер EAC3, это Dolby Digital Plus. Также у нас с вами в аппаратном декодере есть MP1, ну, MP1, MP2, это понятное дело. DTS, DTS HD и DTS E, это то есть DTS Ultra HD есть, это DTS-X по факту. На секундочку. А в видеокодеках у нас с вами есть AV1, у нас есть AVC, AVS2, AVS3 на секундочку. Ну, Dolby Vision, DAF, DWAV, DVHE, 265, VC1, MV1, так, VP9.2. Вот вам и весь прикол. Ну, конечно же, DRM. Давайте посмотрим, что у нас тут. Widevine L1 мне интересен. Есть L1. Поэтому мы с вами получаем тот же самый ТВ-бокс. Вот, пожалуйста, Skybox 4 на 64. Процессор все тот же, 4 ядра Cortex A55 по 2 ГГц и 1 A76, 1,9 ГГц, 64 бит, 32-битный режим. Поэтому ничего нового мы здесь не нашли. Если вам интересно, давайте протестируем, как он проигрывает Dolby Vision контент. Основные тесты, допустим, тот же самый HDR10+, вы сейчас видите у нас, декодит он, пожалуйста, включился AV1 кодек. Ну давайте, LG Barcelona, ну это SDR, давайте LG New York 4K в HDR, у нас, конечно же, HDR работает. А ну-ка давайте, 8 профиль Dolby Vision срабатывает, 5 профиль тоже у нас Dolby Atmos и Dolby Vision, пожалуйста, сработал, тоже все работает отлично.
Как и форматы звука, которые я проверял, то есть Dolby True HD сохранен, ничем не отличается. И те же самые, ну, Dolby Digital Plus, конечно же, есть. Он здесь в абсолютном декодере у нас стоит. И сейчас включим DTS HD Master Audio. У меня просто нет DTS X ресивера, но DTS HD Master Audio работает. И получается все то же самое. Докажите мне обратное. То есть, если вы хотите сэкономить, берите. Если вы не играете в какие-то там игры, где вам, хотя здесь 8 гигабайт оперативной памяти, и не будет использоваться под одну игру. Вот в чем вопрос. Сейчас мы делали обзор оригинального SK1, и его стоит смотреть, потому что кроме вот этой вот разницы памяти вы ее не найдете. Быстродействие будет такое же. В целом, я вам скажу, брать можно, работает так же, ничего вы в этом не теряете в производительности, и он заслуживает нашего внимания.